Я Максим Радаман, родом из города Сморгонь, мне 18 лет. Изначально я об этом виде спорта даже и не знал, но потом такой велосипед купил мой брат, и когда я увидел, как он начал учиться кататься, прогрессировать, мне это понравилось. Я увидел, что это круто, и я сразу же попросил такой же велосипед у своих родителей. Первые годы было очень трудно кататься, потому что в таком маленьком городке катался только я один. Поэтому я очень долго учился, порой сомневался, надо ли мне это. Из-за этого я переходил на разные другие виды спорта. Потом я уехал в Минск на несколько дней. Приехал, там проводился контест, на который приехали даже некоторые русские райдеры, очень крутые на то время. И я понял то, что мне это больше всего нравится, чем то, чем я пытался заниматься до этого. Потом я начал уже, после всего этого, я начал очень сильно прогрессировать, потому что появлялись даже люди с Маргони, которые катаются. Поэтому я начал общаться с ними, начал интереснее кататься. Но где-то через год-два после начала катания я первую свою вилку сломал. Но со мной ничего не произошло. Но после этого появился такой страх в дальнейшем, что вдруг я ее сломаю при каком-нибудь таком трюке, где уже там еле выживу. Я ждал свою первую вилку, которую сломал полгода. За это время я думал, надо это мне или не надо. Но после того, как я ее дождался, она пришла. Я сел обратно за велосипед и понял то, что мне это нравится, то, что я ждал этого, не знаю, больше, чем других некоторых вещей. И дальше начал кататься. Потом, в 2016 году я закончил школу, и у меня была цель поступить в Минск, в университет, что я и сделал. После поступления я привез свой велосипед в Минск, переехал сюда и начал очень часто кататься, потому что здесь очень много людей, кто катается, много с кем можно поговорить, разным вещам научиться. Тем более построили парк первый в Беларуси, открытый. Я в него приехал, мне понравилось, я начал туда ездить почти каждый день. Все было бы хорошо, но где-то в начале октября я сломал свою третью вилку. В тот день я катался в парке, как и всегда, делал ванайти-бар. У меня просто отстегнулась вилка, и я ушел лицом в копинг. Это было такое зрелище, конечно, не для слабонервных. Было много крови. Но я сначала встал, подумал, что просто лицом упал. Потом потрогал за нос, а там такая жесть была, что словами не передать. Потом приехала скорая, я пришел. Было там очень страшно, первый такой перелом серьезный за все катание. Первая ночь, это была, наверное, самая такая жесткая ночь, потому что я боялся, что там вдруг захлебнусь, потому что крови было очень много. Даже когда мне делали рентген, там просто лужа была на полу. Как оказалось позже, где-то через месяц, через два, я все-таки поехал, сделал компьютерную томографию. Мне сказали, что у меня еще был перелом челюсти, причем верхней. И из-за этого было очень жестко. И мне вообще сказали, что еще чуть-чуть, и я мог умереть вообще, потому что там, если еще какая-нибудь маленькая трещина, просто на мозг бы влияние было очень сильное, и все, летальный исход. И после всего этого, когда я сел снова за велосипед, я понял то, что это тот вид спорта, с которым я шел по жизни, с которым у меня связаны наилучшие моменты в моей жизни. И все люди, с которыми я знакомился, это благодаря МТБ. Я не знаю даже, что бы я делал, если бы я не катался. Были бы совсем другие люди, я бы по-другому, наверное, бы себя чувствовал, я бы был другим. Но с этим видом спорта я стал таким, каким я хотел быть. И поэтому я считаю, что это очень круто, что я не зря все это время катался, и все мои травмы тоже были не зря. И сейчас у меня куча планов по продвижению моего катания, в принципе.
куча поездок, трипов в разные города и страны. Поэтому я хочу также дальше кататься и прогрессировать, чтобы не стоять на месте.